Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем смотреть на реплики оружейных фонарей, которые часто используются в страйкболе, в том числе для целей моделирования. Перед тем, как смотреть на какие-то отдельные модели, постараемся сформулировать, что это вообще такое тактический оружейный фонарь. Как правило, от обычного фонаря он отличается уже имеющимся креплением на оружие, выполненным как часть корпуса. Обычно это крепление на стандартную планку Пикатини. Луч света сфокусированный, с четко выраженным световым пятном по центру и небольшой засвеченной зоной по краям. Это нужно для того, чтобы четко высветить цель, на которую наведено оружие. А на коротких и сверхкоротких дистанциях даже можно более-менее прицельно стрелять от пояса и навскидку, ориентируясь на центр пятна фонаря. У оружейного фонаря, как правило, отдельная кнопка отвечает за включение и отключение. А если есть режимы и настройки, они вынесены отдельно. Это сделано для того, чтобы вы были уверены, что при включении фонарь каждый раз будет работать одинаково предсказуемо, а не включаться, например, на минимальной яркости или в режиме стробоскопа. Ну и наконец, оружейный фонарь может иметь дополнительные опции, такие как стробоскоп, инфракрасный режим для работы с ПНВ и встроенный ЛЦУ. Для создания этого выпуска страйкбольный магазин airsoftsports.ru предоставил несколько реплик оружейных фонарей, которые были у них в наличии. Конечно, это не все возможные фонари, которые бывают, но стоит признать, что есть из чего выбрать. Итак, начнем с реплик фонарей компании Surefire, линейки Scout Light. Первая модель — это реплика классического Surefire M600 Ultra Scout Light. Фонарь выполнен в алюминиевом корпусе, покрытие анодирования. Копийность оригинала очень неплохая. Ровное матовое покрытие, все маркировки выполнены правильно. Питание происходит от двух батареек типа CR123A. Для их установки нужно открутить голову фонаря. Режимы работы: постоянный свет яркостью 300 люмен, выключить фонарь и режим стробоскопа. У этой версии корпус фонаря сразу выполнен с репликой выносного крепления от S&S Precision, которая позволяет более комфортно использовать фонарь. Комплект включает в себя сам фонарь с торцевой кнопкой и выносную кнопку для установки на цевье. Для владельцев ПНВ есть еще реплика Surefire M600V ER Scout Light. Главное отличие от предыдущей модели — это режим свечения в ЭК-спектре для работы с прибором ночного видения. Штатно имеется крепление на респланку. Оно крепится к корпусу фонаря на двух винтах, и при желании его можно заменить на другое, например, с выносом фонаря в сторону для более удобного использования. Переключатель находится на голове фонаря и имеет три положения: видимый белый свет яркостью 400 люмен, выключить фонарь и ИК-подсветка. В остальном данный фонарь идентичен предыдущей модели. Если вам вдруг нужен более компактный фонарь, можно обратить внимание на реплику Surefire M300B Scout Light. Корпус алюминиевый, покрытие анодирования. Есть модели как в черном, так и в песочных цветах. Копийность оригинала также на уровне, все маркировки на месте. Питание фонаря происходит также от батарейки типа CR123A. Для установки также нужно открутить голову фонаря. Режим работы 1. Постоянный свет яркостью 400 люмен. Штатно имеется крепление на респланку. Оно также крепится к корпусу фонаря на двух винтах, и при желании его можно заменить на выносное. Комплектация включает в себя сам фонарь с торцевой кнопкой и выносную кнопку для установки на цевье. Для владельцев ПНВ есть идентичная версия, но с режимом ИК-подсветки. Переключатель режимов находится над головой фонаря и имеет три положения: видимый белый свет, ИК и выключить фонарь. Если вы адепт старой школы и увлекаетесь реконструкцией и моделированием USSACOM на период 2001-2005 год, то вам могут зайти реплики фонарей Surefire M951 и M952. В те годы линейки Scout Light еще не было, и фонари от Surefire были большими и брутальными. Модель 951 выполнена в алюминиевом корпусе, покрытие анодирования черного цвета. Крепление на стандартную респланку при помощи двух винтов. Питание фонаря от двух батареек типа CR123A. Режим работы 1. Постоянный свет яркостью 400 люмен. В комплекте имеется выносная кнопка, которая подключается в специальный разъем в задней части фонаря. Модель M952 отличается от модели M951 наличием режима ИК-подсветки. Для его включения нужно провернуть выключатель в виде кольца на голове фонаря в режим работы ИК-подсветка.
Крепление на респланку быстросъемное. Для установки нужно отжать рычаг, установить фонарь на рельсу и зафиксировать рычагом, сдвинув его в обратную сторону. В остальном фонарь идентичен предыдущей модели. Для любителей АК и моделей российского оружия в Airsoft Sports имеется реплика фонаря Клещ 2P от отечественной компании Zenit. Фонарь представлен в двух расцветках – черный и песочный. В оригинале чаще всего встречаются черные фонари. В песочной расцветке Zenit их начал выпускать относительно недавно. Корпус фонаря выполнен из алюминия, покрытие анодирование. Крепление на стандартную респланку. Комплект поставки – сам фонарь, выносная кнопка и реплика планки B9 Гусь, про которую я расскажу чуть позднее. Питание фонаря происходит от двух батареек типа CR123R. Режим работы один. Постоянный свет яркостью 200 люмен. В плане копийности тут все неоднозначно. Формой корпуса и органами управления реплика копирует фонарь Клещ 2P образца 2013 года. Характерные отличия этой версии — это маленькая торцевая кнопка включения и маленькая выносная кнопка с креплением на велкро. Но эта версия выпускалась только в черном цвете. Позднее торцевая кнопка была увеличена для большего удобства использования. Изменилась также и выносная кнопка, теперь это модель VK53 с креплением на респланку и дополнительным выключателем. Маркировки на фонаре забавные, смотрите сами. Вероятно, это сделано для того, чтобы избежать претензий от компании Zenit. Ну или производителю просто не дался великий и могучий русский язык. Большой плюс реплик Клещ 2P это то, что в комплекте поставки есть реплика планки B9 Гусь. С ее помощью фонарь можно установить на цевьё автомата Калашников, чтобы фонарь не мешал хвату и при этом им было удобно пользоваться. Ради интереса мы решили проверить, как эти фонари светят относительно друг друга. Конечно, камера лишь примерно передает реальное положение вещей, но это хотя бы что-то. Тестировали на улице в полной темноте. Расстояние до цели, то есть до меня, 30 метров. Самой яркой оказалась реплика Surefire M951. При заявленных 400 люменах по яркости и четкости высвечивания цели она заметно превосходит все остальные фонари. Фонари Surefire Scout M600 и M300 показали примерно одинаковую яркость свечения, вполне достаточную для дистанции в 30-50 метров. Реплика фонаря Клещ выступила примерно на уровне с остальными фонарями. Субъективно показалось, что световое пятно у него сфокусированнее, чем у линейки Scout Light. Достойный образец за свои деньги. Все фонари с ИК-режимом при наблюдении через PNV поколения 3+, показали очень высокую яркость освещения. Это говорит о том, что в них используется ИК-диод с длиной волны около 600 нанометров. И их можно использовать с приборами первого и второго поколений. Надеюсь, это видео вам зашло. Если это так, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что если интерес к теме есть, то мы будем еще снимать и про пистолетные фонари. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. Не забывайте поставить уверенный палец вверх, подписаться на канал. До скорого!